Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем очень классную нежную блузочку, кофту, либо топ, как хотите называйте, крючком. Вяжется она максимально просто. Она состоит из вот таких двух прямоугольников, которые перетекают от переда к спинке. Прямоугольники вяжутся поворотными рядами. Все прямоугольники состоят из столбиков с одним накидом. Просто мы чередуем разные комбинации этих столбиков. То есть вот тут у нас плотная вязка столбиков с одним накидом, потом вот окошки, арочки и вот такие веерочки. И за счет этого получается вот такое классное ажурное полотно. Пряжа у нас Yarn Art Jeans бамбу, в 50 граммах 150 метров, 50% бамбу, 50% акрил. Цвет у меня 138. Смотрите, в принципе, ее можно заменить на Yarn Art Jeans. Метраж практически идентичен, просто в Yarn Art Jeans на 10 метров побольше. То есть они абсолютно взаимозаменяемые, просто, на мой взгляд, Yarn Art Jeans, вот эта фиолетовая, она более плотненькая ниточка, а вот эта бамбу, она такая мягенькая. Прям вот, если ее в руки взять, она прям намного мягче. Также абсолютно аналог можно брать Gazal Baby Cotton. Вот эта темно-серая ниточка, она мне, по моему взгляду, больше похожа на бамбу. То есть она такая тоненькая и не такая плотная, вот как у Yarn Art Jeans. Хоть и граммовка и метраж очень похож на бамбу и Yarn Art Jeans, но вот они все-таки вот эти три ниточки разные. Я вязала крючком 4,5, несмотря на то, что это достаточно большой крючок для такой тонкой пряжи. Но нам нужен такой большой крючок для того, чтобы вот наше полотно было вот таким подвижным, да, то есть чтобы оно не стояло колом. Плюс мы еще будем вязать достаточно свободно, не плотно. То есть, к примеру, вот когда у вас ляжет на плечико вот эта ваша деталька, она не будет вот так колом стоять, она вот так прям по плечику ляжет, прям вот так. И очень мило будет так сбориться. Вы можете вязать любым крючком вам удобным, можете связать пару образцов, посмотрите, какой вам больше понравится. Смотрите, что касается, какое количество петель нужно набрать на свое изделие. Во-первых, это количество петель изначально набранной цепочки должно быть кратно 6, плюс 3 петли подъема на следующий ряд. Далее, как рассчитать именно на свой прямоугольник, какой длины вы хотите связать. Вам нужно будет связать буквально вот небольшой отрезочек, ну, не знаю, там сантиметров 10, буквально 2 ряда. Вы померите, сколько в этих 10 сантиметрах получилось петелек изначально набранных, и относительно него будете набирать нужное количество петель, то есть рассчитайте именно на длину своего прямоугольника. Я это делала, как всегда, на глаз, у меня все отлично получилось и на глаз. Я для своего прямоугольника набирала 120 воздушных петель, плюс 3 петли подъема. Еще важно, воздушную цепочку, которую мы сейчас будем набирать, не затягиваем, потому что это очень часто случается, когда вот эта у меня набранная воздушная цепочка, мы ее набираем поплотнее, а потом мы начинаем вязать свободнее. И вот этот край у нас стянут, и потом его никак не растянешь, поэтому сейчас набираем достаточно свободно. Я вам сейчас покажу на небольшом примере, потому что, в принципе, здесь нет смысла набирать весь вот этот прямоугольник мой. Я вам просто покажу от сантиметров 15, потому что он, рисунок абсолютно повторяется. Вот я сейчас, например, наберу 36 воздушных петель, они кратно 6, плюс 3 петли подъема. Набираем цепочку. Вот, вяжем достаточно свободненько. Но и не прям сильно вот так расслабленно, чтобы не было вот таких прям больших петель. Вот набрала свои петли. Вот эту петельку зажимаю. И плюс набираю 3 петли подъема. 1, 2, 3. Сейчас вяжем первый вот этот плотный ряд. И когда я буду говорить столбик, это будет означать столбик с одним накидом. Так, вот зажали нашу вот эту петельку. Набрали 3 воздушные петли. Делаем накид. И за задние перемычки от вот этой петли, которую мы зажали, то есть получается 1, 2, 3, в 4-ю перемычку от крючка провязываем столбик с одним накидом. Все, сделали. Делаем накид в перемычку и провязываем столбик с накидом. Все, и вот таким образом вяжем весь наш ряд до конца. Просто столбики с одним накидом в каждую перемычку. Вяжем не туго, расслабленно. Подошли к концу ряда, провязываем последнюю перемычку.
Все, первый ряд у нас готов. Сейчас будем провязывать вот этот ряд с отверстиями, с арочками. Когда мы провязываем его, в конце ряда делаем 4 петли подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание всегда в одну и ту же сторону. Либо вот так всегда, либо закончили вот так. Кому как удобно. Так, разворачиваем вязание. И этот ряд у нас состоит из столбика с одним накидом, воздушная петля между ними, и через одну вяжем следующий столбик с одним накидом. Воздушная петля, столбик с одним накидом. Так, смотрите, вот мы как бы провязали имитацию столбика с одним накидом, когда мы сделали 3 воздушные петельки. И еще одна петелька, это у нас вот, которая между вот этими столбиками. Сейчас провязываем в 7-ю петельку от крючка. Вот считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда мы должны провязать столбик наш с накидом. Вот арочка получилась. Вот такая. Далее делаем воздушную петельку, накид и через одну вяжем столбик. Петелька, накид. Вот свободная петля. Вяжем через нее, через одну. Воздушная петля, накид, через одну вяжем. Все, и так чередуем до конца ряда. Подошли к концу, провязываем последнюю арочку. А тут, в принципе, нет смысла высчитывать, просто вяжем через одну. Вот сюда втыкаем. Все, второй ряд у нас готов. Далее вяжем следующий ряд веерочки. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3, переворачиваем. Сейчас будем провязывать через одну арочку вот сюда, именно в петельку. Будем захватывать петелька, то есть это воздушная петля между вот этими двумя столбиками. Сейчас провяжем вот сюда наш веерочек и потом закончим его, подсоединим вот сюда, именно прям вот в столбик, в петельку над столбиком. То есть как бы один веерочек у нас будет занимать 1, 2, 3 арочки. Так вот сделали 3 воздушные петельки, делаем накид, провязываем вот сюда в петельку. То есть вот пропускаем одну арку, вяжем в серединку второй арки, прям вот в петлю, за 2 дужки петли. Провязываем первый столбик, накид сюда же, второй столбик, накид сюда же, третий, накид сюда же, четвертый и накид в эту же петельку, 5-й столбик с одним накидом. То есть у нас веерочки будут состоять из 5 столбиков с одним накидом в одну петельку. Так, далее делаем накид, закрываем веерочек, вяжем через одну свободную арочку, вот прям в столбик. Я рекомендую провязывать не просто вот за 2 петельки, а вот подхватывая еще вот эту плюс дужку. То есть как бы вот так 3 петельки подхватываем. Потому что если мы будем вязать просто за 2 дужки, будет вот такое большое отверстие. Это не очень красиво. Мы делаем накид и вот провязываем прям вот в столбик. Столбик с одним накидом. Все, веерочек наш готов. Делаем далее все то же самое. Вот, пропускаем следующую свободную арочку, вяжем в середину второй арочки, вот за вот эту петельку, 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. 5-й. Вот веерок получился. Далее ищем следующую свободную арочку и вяжем в столбик. Делаем накид, вяжем вот не за 2 петельки, а вот как бы вот подхватывая еще вот эту вот дужку. Провязываем столбик. Все, второй веерок получился. Далее делаем все абсолютно то же самое до конца ряда. Либо, если вы не очень понимаете, в какую петельку втыкать вот в серединку между столбиками, смотрите, провязываем в 3-ю петельку от провязанного столбика. То есть делаем накид, смотрите, считаем. Вот 1, 2, и вот она 3-я петелька. Но если хотите, можно и так считать. Подходим к концу ряда. Вот у нас в конце ряда должны остаться для нашего последнего веерочка 3 арочки. Если вы все правильно рассчитали, ничего у вас не должно быть потеряно, не должно быть много арок и поменьше. То есть делаем накид, провязываем последнюю нашу веерочек. Провязали. И вот сюда мы должны закончить нашу арочку, подсоединить столбиком. То есть делаем накид, и вот именно здесь можно посчитать, в какую петельку втыкать. 1, 2, вот она 3-я петелька. За обе стеночки подхватываем, провязываем столбик.
Все, вот так должно все у вас получиться. Прямоугольничек должен быть абсолютно ровный, то есть не должно быть ни вот таких увеличений, ни наоборот уменьшений. Он у вас должен быть абсолютно ровный. В принципе, все. Далее мы будем чередовать. Смотрите, как у нас тут идет. После веерочка опять наши арочки, потом плотный ряд, потом опять арочки, потом веер, арочки, плотный ряд и так далее. Давайте покажу вам, как вязать арки по нашим веерочкам. Делаем 4 петли подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. И как и вот в прошлом ряду, когда мы вязали арки, также провязываем в 7-ю петельку от крючка. Считаем. 1, 2, 3, 4 угловая, 5, 6. Вот она, 7-я. 7-я получилась. Это второй столбик нашего веерочка. Можно, в принципе, не считать каждый раз, а просто вот видите, второй столбик от веера. И вот прям в эту петельку делаем накид. Провязываем столбик. Петля между этими столбиками. Также вяжем через одну петельку накид, через одну воздушная петля, накид, первая свободная, вяжем во вторую. Подошли к концу ряда, вот провязываем предпоследний арочку, столбик, делаем воздушную петельку. И вот тут тоже нет смысла считать, куда втыкать, просто считаем именно по нашим петелькам. Накид, вот первая свободная, вяжем во вторую, она самая крайняя угловая. Вот, что у нас получается. Далее следующий ряд у нас плотных столбиков, то есть, смотрите, делаем 3 петли подъема, 1, 2, 3, разворачиваем вязание. И сразу же провязываем столбик в арочку, прям под арку ныряем. Делаем накид. Здесь мы ныряем в петельку от нашего столбика. Опять же, можно вязать не вот за 2 дужки, а вот, чтобы петля не была так сильно растянута, вот ныряйте вот под вот эту. Вот так, то есть под 3 петельки. Провязываем столбик. Накид, опять в арочку. Накид. И вот опять в столбик вяжем. Накид в арку. И так чередуем до самого конца. Подошли к концу ряда, провязываем последний столбик в столбик. Прям. Потом провязываем в арочку. И последний столбик с одним накидом провязываем вот в эту цепочку, в 3-ю петельку изначально набранные косички из 4 петель. Вот, посчитайте, смотрите. 1, 2, вот она 3-я, за обе дужки. Все, вот очередной ряд закончили. Все, в принципе, отсюда начинается повтор вот этих рядов. То есть вот как мы начали вязать после этих наших плотных столбиков. Сейчас делаем арочки. Вот здесь сразу начинаем арки, делаем 4 воздушные петли. Потом наши веерочки, опять арочки. И вот так чередуем. Я довязала оба своих прямоугольника. В каждом прямоугольнике у меня по 19 рядов. Если кому нужно, размер моего прямоугольника получился 74 сантиметра в длину и примерно 20 сантиметров в ширину. Размер как визуальный, так и по сантиметров у вас должны получиться одинаковые. А если у вас, к примеру, один прямоугольник меньше другого, значит вы вязали его плотнее, чем первый. Желательно это, конечно, все вязать в один и тот же вечер, в один и тот же день. У меня получилось закончить мои прямоугольники вот на вот этих веерочках. В принципе, это уже готовая наша обвязка. Нам не надо будет дополнительно как-то обрабатывать края. То есть, смотрите, к примеру, ее можно будет как сделать вовнутрь нашего топа. Вот, например, вот таким образом, такая красивая будет оборочка по вороту, по декольте. Либо, наоборот, будет вот таким образом, там, где у нас рукав. Вот, то есть как хотите, так выбирайте. Смотрите, еще какой вариант можно сделать. К примеру, если вы не хотите делать в виде топа, вот как я, можно связать вот эти прямоугольники намного длиннее, то есть, например, где вот у вас талия, даже ниже талии. Потом мы соединяем, вот здесь сшиваем по заднему шовчику в том месте, где вам нужно. Просто вот так соединяем. Здесь потом можно будет пришить, например, пуговки. И все, у вас вот такая кофточка получится. По количеству провязанных рядов в прямоугольниках не ориентируйтесь на мои. Например, вы захотите более узкий сделать, либо, наоборот, еще более широким. Например, чтобы у вас прям еще посильнее вот так спадала с плечика ваша вот эта деталька. Далее есть множество вариантов, как состыковать вот эти наши половинки. Например, вот это наш перед.
Мы можем сделать вот таким образом, то есть у нас будет такой небольшой запах на груди, либо можем просто вот так стык в стык две детальки сделать. Также есть несколько вариантов, как вот сделать вот эту вот часть, которая у нас будет облегать область примерно под грудью, но выше талии, если вот вы делаете примерно такой же топ, как и я. То есть нам нужно сделать вот эту вот часть, сильно прилегающей к телу, потому что иначе будет не очень красиво смотреться, если она будет широкая. Чтобы вот эта часть хорошо прилегала к телу, а это означает, что нам нужно сделать какие-то застежки, например, либо шнуровку, крючки, либо в пуговички, например. Вот я взяла такие пуговички, близко похожие к цвету моей пряжи. То есть, чтобы это все легко надевалось, вязать вот эту часть можно также разными способами. Например, можно продолжить вязать вот этим же узором какую-то небольшую часть, да, чтобы вот как бы был законченный топ. Либо можно сделать резиночку. Вот, например, любую резинку выбирайте из вот этого мастер-класса, и тоже такой очень классный будет топ на резиночке. Если вы хотите продолжить вязать вот эту часть таким же узором, как и на наших половинках, не забудьте, что в общей сложности нам нужно добиться, чтобы общее количество петель было равно кратно 6. Я, скорее всего, сделаю резинку, вот опять же из этого мастер-класса. Сейчас нам нужно определиться, где мы хотим иметь вот наши либо шнуровку, либо наши пуговички, где будет завязываться, либо застегиваться, либо ровно по бокам с двух боков, либо посерединке спереди, либо сзади. Выбирайте, как вам больше нравится. И в тех местах у нас должен быть разрыв вот этой нашей резинки. Итак, я решила для себя, что на переде я хочу сделать вот такой небольшой запах, буквально пару сантиметров. Сзади у меня будут просто вот так стыковаться стык-стык мои прямоугольники. Маркером я отмечу место, вот где у меня стыкуются детальки, чтобы они не расходились. И сейчас мне нужно от одного края по первому прямоугольнику и по второму провязать мою резиночку. Но для начала нам нужно ее сузить. Например, сейчас провяжем первый ряд столбиками без накида, чтобы у нас получилась вот эта вот ширина чуть меньше полуобхвата вот там, где у нас будет лежать вот эта вот часть. Для того, чтобы потом при натяжении у нас хорошо растянулся вот этот прямоугольничек, соединился с задней частью, и мы могли его завязать. Вот это мой вырез, который я сейчас буду делать запахом в будущем. Все, и вот сейчас с одного из краев продеваем крючок, можно взять крючок поменьше, чтобы было удобно, в самую угловую петельку, вот куда получится, втыкаем крючок, продеваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. И вот с этого момента нам нужно заужать наши вот эти края двух прямоугольников. Это заужение делается за счет убавок. Вот, например, провязали. Далее в следующую петельку проводим крючок. Видите, здесь нет четких петель, куда именно втыкать крючок. Смотрите, вот прям по факту, куда вот вам удобнее. Смотрите, вдеваем крючок, вытаскиваем петлю, оставляем на крючке. А далее вот в какое-нибудь следующее место втыкаем крючок, вытаскиваем петлю. И все 3 петли на крючке одной рабочей нитью. Все, таким образом у нас сделалась убавка. Далее втыкаем следующую в какую-нибудь петельку. Например, вот сюда вытаскиваем нить, оставляем на крючке. Далее в следующую. И все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Первую петельку можно отметить. Далее делаем все то же самое. Заужаем наш нижний край прямоугольников. Если вы делаете так же, как я, с запахом, да, чтобы одна деталька находила на другую, когда вот мы подобрались к этому краю, где наш запах, просто соединяем именно прямо вот за 2 детальки. И точно так же делаем убавки. Так, смотрите, что у меня получилось. Вот как у меня заузилась. Видите, сборочка получилась. Еще раз напомню, что вот это вот расстояние вот отсюда до сюда, когда вы сейчас примерите, у вас должно не доходить до середины боков. То есть, если вы делаете так же, как и я. Потому что если у вас будет ровно до боков доходить, также задняя часть, то у нас не будет натяжения. Нам некуда будет натягивать вот эту вот часть. И она будет у вас свободная. Все, точно таким же образом нам нужно сделать и заднюю часть. Также зависит от того, если вы хотите сзади запах вот такой небольшой сделать, либо так стык в стык. Скорее всего, это я сделаю так просто стык. Я тут провяжу точно такие же убавки. Далее, если вы делаете так же в стык, как и я, например, перед, либо спинку, неважно, продевайте на первом прямоугольничке в крючок в самую угловую петельку, потом на втором прямоугольнике. И вот таким образом просто соединяемся. Вот получился стык в стык. И все, продолжаем наши убавки.
Все, я сделала убавки напереди и на спинке. Вот таким образом у меня заузились детальки. Еще раз напомню, что вы должны вот на данном моменте примерить на себя, если вы делаете так же, как я. И вот эти края у вас должны вот прям буквально чуть-чуть не доходить друг до друга, потому что у нас здесь должно быть натяжение. Впритык они не должны быть у вас, и также внахлёст. Они у вас должны быть прям вот не стыковаться, потому что потом мы приделаем вот здесь по краешку пуговички, и вот так у нас будет натяжение. И вот эта часть хорошо будет сидеть у вас вот на том месте, где она у вас будет сидеть под грудью, либо на талии. У меня получилось с первого раза убавками попасть вот в нужный мне объем, да. У вас, возможно, не получится с первого раза, со второго точно получится. То есть, если вы, к примеру, сильно свободно провязали, да, не сильно много убавок сделали, у вас она широковато получилась, распустите и проделайте побольше убавок. Либо если вы, наоборот, слишком уж сильно заузили, тоже ничего страшного, распустите и сделайте поменьше убавок. Все, и на данном этапе остается самое простое. Вот по образовавшимся косичкам, которые мы сейчас провязывали, будем провязывать нашу резиночку такой ширины, какой вы хотите, такой вид, какой вы хотите. Вот в этом мастер-классе я вам показала несколько видов резиночек. Выбирайте любую. Там я показываю также, как уже подсоединиться к готовому изделию. Там все очень просто. 6-й вид резиночки я показала, как вяжется вот в этом жилете. Мы обвязывали ворот и края жилета резиночкой, как имитация спицами 2х2 резинка получилась. Очень классная тоже. Так что вяжите любую, какую вы хотите. Провязываем с одного края до другого. У нас получится здесь резиночка. Сзади аналогично. И встретимся, когда у нас будет готова резинка. Когда будем вязать резиночку, можно взять крючок поменьше, какой вам будет удобен. И начинаем вот с самой первой петельки, которую мы отметили, когда начали вязать убавки. Все, у меня готова резиночка спереди и сзади. На резинку я набирала изначально 11 воздушных петель и вязала первым способом, самым обычным, вот в этом мастер-классе. Если кому нужно для ориентира, ширина резинки получилась примерно 5 сантиметров. Все, и сейчас остался буквально последний штрих. Нам нужно сделать какие-то застежки, как у нас будет застегиваться, завязываться вот эти наши боковые половинки. Либо, если у вас пуговички, можно пришить пуговички на одну сторону. На другой стороне можно сделать петельки. Например, таким образом берем в том месте, где мы хотим сделать петельку, подсоединяем нить, закрепляем и вяжем буквально несколько воздушных петелек. И в эту же петельку подсоединяем соединительным столбиком. Все, вот такая петелька у нас получится. Подгоняйте вот этот размер петелек под свои пуговички, чтобы они не сильно были свободные, чтобы они не вылетали постоянно, и чтобы хорошо проходили. Вяжите такое количество, сколько вам нужно расположить вот на вашей резиночке. Либо то же самое можно сделать и для шнуровки, то есть точно такие же петельки. А далее вот к следующей петельке можно подобраться соединительным столбиком по боковой части, вот так. Вот, к примеру, подобрались к следующей, вывязываем следующую. Замыкаем ее в эту же петельку соединительным столбиком. Далее вяжем. Все, вот такие петли у нас получились для шнуровки. На противоположной стороне делаем точно такие же петельки. И нам нужен какой-нибудь шнурочек, чтобы сделать вот нашу шнуровку. Просто набираем обычную цепочку из воздушных петель нужной нам длины для вот шнуровочки. А можно, если хотите, в 2 нити вязать. Вот так просто сложить и в 2 нити, чтобы шнурочек был потолще. Это уже смотрите, как вам больше нравится. Когда довязали шнурочек, просто вставляем вот в эти наши петельки готовые. Все, вот такая шнуровка получится. Можно их затягивать потуже, наоборот послабее делать. Это даже удобнее, чем пуговички. Там вы не сможете делать послабее, либо потуже. Вот эти кончики можно сделать покороче, либо их прятать потом, чтобы их вообще не было видно. И все, вот такие 2 вида застежки можно сделать. Все, я пришила пуговички по бокам. Также, если вы захотите сделать чуть-чуть поменьше вырез, который получился, можно буквально одним стежком этой же пряжи вот здесь закрепить. И еще такой момент, чтобы у нас красиво вот такой вырез лежал прям на плечиках, но при этом не спадал, потому что здесь он ни за что никак не держится. Нам нужно просто вот сзади прицепить вот такую вот цепочку из воздушных петель, просто вот сзади. Здесь и здесь закрепим.
Ее, в принципе, не будет видно, если вы будете носить с распущенными волосами, да даже если, в принципе, и с высокой прической, ничего страшного, она совсем не портит вид. И в таком положении вот эти детальки будут вот так лежать на груди и на плечиках, и вот такой вырез прям очень классно смотрится, поэтому вот такой вариант можно сделать. А при желании, если хотите, можно сшить вот эти вот края от низа до нужной вам высоты, так, чтобы вот здесь сбоку ничего не было видно, чтобы ничего не просвечивало. К примеру, если у вас запах спереди и сзади, вам не нужно заморачиваться о том, как надевать, под что, под какой топ, либо белье. Вы надеваете просто, к примеру, на бежевый лиф, и все отлично, будет ничего не видно. А если у вас, к примеру, как у меня, только небольшой запах спереди и открытая спинка сзади, тут нужно подумать, как и с чем его носить. Либо топ-бандо, чтобы он красиво был, на спинке выглядел. Либо вот такие силиконовые чашечки, лифы. Классно тоже они все держат. Ничего не будет видно, не нужно будет одевать вот это полноценное белье. Так что смотрите, придумывайте сами. Все, наш топ полностью готов. А еще представьте, как классно будет продолжить вязать в виде платья. То есть от поясочка начать вязать вот этим же рисунком, только, например, вот по горизонтали. И вот такая юбочка будет вырастать, и шикарное платье получится. Либо оставить вот такой топ и начать вязать юбочку. Тоже суперский комплект получится, например, от резинки начать вывязывать вот этот наш узор, рисунок. Если я решусь сделать юбку, либо продолжить вязание платья, я, конечно же, вам покажу, как я это делала. Всем спасибо за просмотр, всем пока!